Исследование по поводу интервального голодания. Это самая невероятная информация, которую я узнал за последние 2 года. То, что просто взорвало мне мозг. Я не мог в это поверить, как такое возможно, но это факт. Если бы мне кто сказал это 2-3 года назад, я бы в это просто не поверил. No, I don't take shit, I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Привет, с вами Костя Лысенко. Сегодня мы поговорим про интервальное голодание. Существует много разных схем, начиная от 16 часов голодания, заканчивая 23 часами голодания в сутки, или же режимом OMAD, что переводится One Meal Per Day, или же один прием пищи в день. Я расскажу про все варианты, рассмотрим, какие из них наиболее эффективны и больше подходят под конкретно ваши цели. Я попробовал все возможные варианты из этого, и поэтому могу с уверенностью заявлять и судить, по крайней мере, с своей субъективной точки зрения. На себе это прошел, а соответственно могу сказать, что я почувствовал. Интервальное голодание запускает процесс аутофагии. Что же такое аутофагия? Простым языком, это самообновление организма, самоочищение организма от всевозможных шлаков, токсинов и тому подобных вещей, которое возникает вследствие того, что мы голодаем. Также на аутофагию влияют тренировки и низкий сахар. То есть, когда сахар в организме низкий, происходит аутофагия. Вот эти 3 процесса влияют на аутофагию. Иными словами, когда у вас какие-то ошибки накопились, организм сам их исправляет при условии соблюдения вот этих вот 3 пунктов. Значит, первое, сахар. Что происходит с сахаром у человека в наше время? И что происходило раньше? Раньше люди не питались целый день, у них не было там по 3, по 5 приемов пищи в день. А если мы возьмем перекусы, то там может быть и по 7 приемов пищи в день у человека. Там, перекусил там банан какой-нибудь, бутерброд какой-нибудь, кофе с печенькой, оп, все. Это уже перекус, это уже повышает сахар в организме. Соответственно, если у вас постоянно высокий сахар в организме, это может привести к сахарному диабету, к очень многим проблемам. В принципе, это нездоровое состояние. Наши предки так не питались, такого раньше не было. Исследование по поводу интервального голодания. Это самая невероятная информация, которую я узнал за последние 2 года. Эксперимент был проведен на мышах. Цель была показать долголетие, силовые, жиросжигание и мышцы. Все мыши, на которых проводился эксперимент, были поделены на 4 категории. Первая категория. У них был доступ к еде на протяжении всех суток. Они могли есть любую еду, которую хотят, целый день. По аналогии с человеком, давайте представим, что человеку дали Макдональдс, фастфуд, сладкие напитки, газировки, все возможные варианты, без ограничений, без привязки к времени, ешь сколько хочешь и что хочешь. Вторая группа мышей — это мыши-спортсмены, так называемые, которые тренируются, но при этом всем следят за питанием, то есть едят здоровые продукты, курицу, мясо, овощи, сложные углеводы, давайте так представим. Но, опять-таки, на протяжении целого дня. Это вторая группа подопытных. Третья группа подопытных — это люди, которые едят все, что они хотят, так, всевозможные фастфуд, пиццы, все, что хочешь, но вся их еда находится в 8-часовом графике. То есть они съедают 8 часов, все это, и на протяжении 16 часов они голодают. И четвертая группа — это люди, которые потребляют, мыши, в данном случае люди, я просто перевожу, чтобы было проще понимать. Те, кто едят на протяжении 8 часов, хорошую еду, качественную, и на протяжении 16 часов они голодают. Какие же были результаты этих исследований? Результаты этих исследований были в том, что сжигание жира, набор мышечной массы, выносливость и все остальное было лучше у тех, кто ест на протяжении 8 часов даже фастфуд, над теми, кто ест на протяжении всего дня здоровую еду. Очевидно, самая нездоровая категория, самая плохая категория, показатели которых выбивались негативно, это были те, кто ели целый день
нездоровую еду. Это самая плохая категория, там были самые худшие результаты по поводу жиросжигания, мышечной массы, длительности жизни, по поводу вообще всего. А вторая категория была, это мыши-спортсмены, которые едят целый день, но здоровую пищу. Эта тоже категория показала очень плохие результаты. Третья категория, которая показала результаты лучше, чем мыши-спортсмены, это категория, когда ели все, что хочешь на протяжении 8 часов. И 16 часов голодали. Ну и самые лучшие результаты показали те, кто ели на протяжении 8 часов здоровую, хорошую еду и 16 часов голодали. А что мы можем понять по этому эксперименту? Это просто невообразимо. Как так? Что если мы едим даже вредные продукты, даже плохие продукты, но на протяжении 8 часов мы имеем лучшие результаты, лучше физические показатели, даже более длительную жизнь, чем те, кто едят на протяжении целого дня здоровую пищу. Это то, что просто взорвало мне мозг. Я не мог в это поверить, как такое возможно, но это факт. С этим спорить, это отрицать очень глупо. Поэтому, если вам интересна эта тема, попробуйте, вы ничего не теряете. Попробуйте с малого, пробуйте режим 16/8, 16 часов голодовки, 10 часов в 10, 8 часов приема пищи. Это то, что даст вам входной билет в интервальное голодание, даст вам возможность попробовать. Потом вы уже сможете рассуждать для себя, есть ли смысл заходить дальше, есть ли смысл голодать дольше. Возможно, вам этого режима хватит, и вы себя будете чувствовать отлично. Но то, что это улучшит ваши показатели здоровья, в спорте, вообще во всем, это точно. То, что это продлит вам жизнь, это также вероятнее всего. Опять-таки, в зависимости от того, насколько плохо вы питаетесь в эти 8 часов, но, как мы поняли из эксперимента, чем меньше окно, тем лучше. Вне зависимости от того, хорошо вы питаетесь или плохо. То есть, если мы сравним группу, где плохо питаются целый день и плохо питаются на протяжении 8 часов, очевидно, группа, где плохо питаются на протяжении 8 часов, лучше. Если мы сравним группу, где хорошо питаются на протяжении целого дня или хорошо питаются на протяжении 8 часов, эта группа будет лучше, которая питается на протяжении 8 часов. Но самое ломающее в том, что те люди, кто питается целый день хорошими продуктами, здоровой едой, имеют хуже результат, чем те люди, кто питается плохой едой на протяжении 8 часов. Конечно, сейчас можно вспомнить там спортсменов всевозможных, которые едят целый день, которые едят здоровую еду на протяжении целого дня, и сказать, да как же так, вот, пожалуйста, спортсмены питаются целый день, да, но мы учитываем здесь совокупность факторов. Долголетие, сахар, опять-таки, да, жиросжигание, мышечная масса, все возможные факторы. Когда-то Арнольд Шварценеггер тренировался в свое время там по 5-6 часов ежедневно и прорабатывал все тело за одну тренировку. Потом уже стали делить тело на две части, верх-низ, но и добивался он феноменальных результатов на этом. Но это не значит, что это хорошо. Сейчас никто такой тренинг не использует. Также и здесь. Это абсолютно новый подход, на который переходит все больше людей, научно доказанный, обоснованный. И для обычного человека, не для профессионального спортсмена, я скажу, что подход значительно лучше. Понятно, если мы берем там профессиональных футболистов, профессиональных там спортсменов, то там возможно исключение. Но для обычного человека это то, что стоит попробовать. Это то, что даст вам результат даже в короткое время. В принципе, как работало у наших предков все. То есть дефицит еды. Для того, чтобы пойти завалить мамонта, для того, чтобы поесть, нужно для этого выследить этого мамонта. Нужно охотиться на него. Охота могла происходить день, два и более, потому что его надо выследить, потому что он большой, крупный зверь, и она не могла происходить каждые там полчаса. Вот так захотел, как мы сейчас доставку заказал, пошел в магазин. То есть нет, это огромный объемный процесс. И человек, когда убивал мамонта, вернее племя кооперировалось, убивало мамонта, у них было огромное количество еды, в данном случае мяса, которые они съедали там на протяжении, там, не знаю, например, пары дней, условно говоря. После этого, то есть да, они набивали желудки до отвала,
но после этого у них опять какое-то время еды не было, потому что не было там холодильников и прочих новомодных вещей, которые есть в нашем мире сейчас, к которым мы привыкли, и которые нам уже кажутся просто обыденностью. Соответственно, это мясо надо было быстро съесть. Да, племя набивало желудки, племя кайфовало от большого количества еды, но после этого еды опять не было. Человек что делал? Человек голодал. До того момента, пока он не убьет там следующее животное, которое можно будет опять поесть. Соответственно, для нашего организма это вполне себе привычное состояние голода. Привычное состояние, когда мы набиваем желудок, голод, набиваем желудок, голод и чередование этого. Когда мы едим, постоянно едим, это непривычное состояние. Это происходит с человеком буквально последние 100-200 лет, когда у него такая ситуация, что он ест целый день. И возьмем все время человеческого существования, тысячи лет. Естественно, наш организм, он к этому не привык за такой короткий промежуток времени, за всю историю. Постоянное и бесконтрольное потребление еды приводит нас к инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность с большой долей вероятности приведет вас к диабету. Для того, чтобы это избежать, люди начинают использовать интервальное голодание. Раньше этот процесс не был настолько исследован, сейчас все больше и больше людей пробуют это, исследуют, ученые, доктора, всевозможные научные деятели начинают интересоваться этим вопросом. И действительно это работает. И действительно все больше исследований показывают то, что это отличный метод. Отличный метод как для людей, которые занимаются спортом, которые хотят достичь хорошей физической формы, так и для людей, которые хотят просто быть здоровыми, сильными и хорошую долгую жизнь иметь. Для всех это подходит. Давайте же приступим к схемам, какие используют на данный момент. Есть схема 5×2. Заключается, грубо говоря, она в том, что 5 дней человек ест там все, что он хочет, 2 дня он ест супер мало калорий, супер мало. Либо же 5 дней он диетит, и 2 дня он ест то, что он хочет. Схема мне не нравится. Почему? Потому что вот это вот очень жесткие волны, туда-сюда, и это нехорошо. Это нехорошо. Поэтому эту схему я в принципе не рассматривал бы. Возможно, она может показаться людям, которые работают пятидневку, неплохим вариантом, да, то, что вот можно там 2 дня кайфануть условно. Но после такого количества неконтролируемой еды, даже на протяжении 2 дней в неделю, у вас будет откат. Откат по всему, откат по энергии, потому что если вы 5 дней диетили, 5 дней вы хорошо питались, потом вы на 2 дня, еженедельно 2 дня делаете себе с высоким потреблением быстрых углеводов, сахаров, жиров, нехороших имеется в виду, то будет откат. И вы опять будете чувствовать, то есть 5 дней вы приводите организм в тонус, 5 дней вы говорите, вот есть хорошая еда, есть там сложные углеводы, есть белок, есть жиры там из оливкового масла, из орехов, из всего остального, из авокадо. И потом вы на 2 дня себя, запускаете опять себе бургеры, фастфуд, пиццы и все остальное. Организм опять перестраивается. Опять это как ломка происходит, потому что у человека, который привык питаться фастфудом, я как никто иной это знаю, потому что я годами питался в ресторанах, годами питался фастфудом, годами питался всевозможными некачественными продуктами. Могу сказать, что происходит ломка. Ты не можешь после этого перейти на нормальную еду вот так по щелчку пальца. Тебе на это нужно длительное время. Ты не кайфуешь от обычной еды, ты не можешь ее воспринимать, и тебе очень сложно. Поэтому схему 5×2 давайте сразу отсеем. Давайте приступим к рабочим методам. Рабочий метод 16×8. 16 часов мы воздерживаемся от еды, 8 часов в окне 8-часовом мы принимаем еду. Например, если вы первый прием пищи у вас в 10 часов утра, то последний прием пищи у вас должен закончиться в 6 часов вечера. Соответственно, с 6 вечера до 10 утра у вас происходит процесс голодания.
На самом деле неправильно считать, что 16 часов голода, да, вот именно голод, ты сидишь, ты хочешь есть. Нет, так не работает. 8 часов мы спим, допустим, да, ну, условно, если человек последний раз поел в 6 вечера, лег спать он там в 10 вечера, то вот как минимум с 6 до 10, эти 4 часа, он не голоден, потому что он только что поел. То есть 16 часов уже можно 4 откидывать. Плюс 8 часов он спит. Еще минус 8 часов. То есть было 12, остается минус 8, 4 часа. То есть всего лишь, если он встает в 6 утра, ему нужно поголодать 4 часа по итогу. Но в сумме за день он, получается, воздерживается от еды 16. Это считается таким самым базовым, самым рабочим вариантом. Вот. Это очень неплохо работает, потому что 16 часов уже запускает аутофагию, уже запускает самообновление клеток в организме. Вы уже ощущаете гораздо большую легкость. В целом ваш сахар также себя чувствует значительно лучше, но опять-таки нужно контролировать в этом, особенно если вы переходите к этому моменту очень резко. Я бы не советовал к этому, переходить очень резко, потому что если вы питаетесь на протяжении 16 часов и 8 не питаетесь, а так было лично у меня, когда я ел вообще все время, когда не спал. Я просыпался, первым делом я шел к холодильнику. Я перед сном последним, точнее, что я делал перед сном, это шел к холодильнику и что-то захавал. Если у вас такая же ситуация, и вы, например, 16 часов едите, 8 не едите, то, или сколько там спите, 6, 8, то я бы постепенно к этому приходил. Постепенно, каким образом? Снижал бы, допустим, каждые 5 дней по часу. То есть, если вы ели 16 часов и 8 не ели, то начните не 16 часов голодать, точнее, не голодать, не 16 часов есть, а 15 часов есть. На 5 дней, 3-5 дней. Потом еще час убавим, еще час убавим. И таким образом мы войдем в окно 8-часового голодания. Потому что если это делать резко вот так вот, то просто даже если вы сможете держать этот режим, то на этих 8 часах вы будете принимать невероятное количество еды. Более того, может произойти суперкомпенсация, и за эти 8 часов вы сможете потребить больше еды, чем вы потребляли за все 16. Поэтому нужно к этому приходить плавно, если вы весь день едите. Уже в теме интервального голодания около года. Я до сих пор практикую, что-то меняю, что-то пробую новое. Для себя нахожу какие-то новые варианты, что на мне лучше работает. Если 16/8 вам уже не кажется чем-то экстремальным, если 16/8 вы попробовали, вам хочется что-то нового, можно пробовать 18/6. То есть в сроке 18 часов мы воздерживаемся от еды, и на протяжении 6 часов мы принимаем еду. В принципе, система та же самая. Из плюсов у нас сахар находится на низком уровне значительно более длительное время. Это полезно для организма, полезно для восстановления клеток. Также самое, это в принципе за 6 часов съесть огромное количество еды значительно тяжелее, чем съесть за 8 условно, да. Вот. Поэтому неплохой вариант, можете пробовать. Как по мне, на моем личном опыте, это даст немножко лучший эффект, чем в 16-часовом голодании. То есть 18-часовое голодание уже дает лучший эффект, но не сильно. 20-часовое голодание дает уже значительно лучший эффект, чем голодание 16 часов. Во всяком случае, я это ощутил на себе. Каким образом? Организм за это время уже практически полностью избавляется от еды. Ты чувствуешь себя очень легким, очень свободным, очень пустым. И более того, за это время разницы между 16 часами и 20 ты уже не особо чувствуешь. То есть я по себе могу сказать, что если я голодаю 14-16 часов, по ощущениям это то же самое, что 20. То есть сильнее голода у меня не происходит от того, что я поголодал не 16 часов, а 20. Не происходит сильнее голода. Организм фиксируется на этом моменте, и у тебя уже нет мыслей о еде, о чем-то еще. Но при этом, при всем, я себя чувствую значительно более легким, значительно более
таким спокойным, и у меня начинают возникать в голове мысли уже совсем другого типа, уже не о еде, уже не о чем-то, потому что мыслительный процесс также само на голодании улучшается, это факт. Были проведены исследования по этому поводу, и это доказанный факт. Далее, 20-часовое голодание, 20-часовое окно голодания, оно дает вам возможность, помимо того, что у вас 20 часов низкий сахар, помимо того, что у вас на 4 часа больше восстановления вашего организма, также самое это освобождает огромное количество времени, потому что за 4 часа вы, как правило, успеваете поесть один раз, ну и максимум 2. И за это время у вас освобождается огромное количество времени в течение всего дня. Потому что так у вас, день, когда ты ешь целый день или ешь там 12 часов в день, у тебя так или иначе день завязан на питании. То есть огромное количество времени мы тратим на то, чтобы поесть. 3-4 часа времени спокойно это может уходить. Когда вы едите на протяжении 4 часов, время сокращается, у вас гораздо больше времени появляется свободного на те вещи, которые вы раньше могли не успевать сделать. У вас появляется больше времени, и по ощущениям может показаться, что у вас не 24 часа в сутках, а 25 или даже 26. Это что касается голодания 20/4. И есть ОМАД, one meal per day, или же один прием пищи в день. На самом деле весьма условное понимание, что такое один прием пищи в день. Он может длиться как полчаса, так и час, так в принципе и 2 часа там, с небольшим каким-то перерывом. В течение 2 часов вы можете потребить весь прием пищи, да, условно. То есть, к примеру, я это тоже считаю омадом. Если ты вот поел что-то серьезное, большую тарелку там овощей, мяса, каши, и, например, в моем случае я ем 3500 калорий в день, первый прием пищи там на 2500 калорий условно, и у меня еще остается зазор 1000 калорий. Я могу сделать отдых часик, может быть 1,5, для того, чтобы немножко отойти, там попить водички, походить, немножко раструситься, и потом еще доесть. В принципе, тоже это можно сказать как омад. Можно за один раз все принимать, но если вы питаетесь, как я, условно 3500 калорий в день, то это весьма много, и за один раз это может быть тяжеловато для желудка. Вот. Поэтому такая история. ОМАД, в принципе, я не могу сказать, что он лучше, чем 20-часовое голодание, или же хуже. У него есть также самые плюсы и минусы. Плюсы в том, что у вас более длительное время сахар понижен, то, что у вас больше времени на аутофагию, но есть и минусы. Какие минусы? Ну, то, что если у вас есть проблемы с желудком, если вы чувствуете тяжесть, то, возможно, лучше не переходить с 20-часового голодания на омад, потому что один большой прием пищи в течение короткого времени на некоторых людей может воздействовать хуже. Буквально вы себя будете чувствовать тяжело после приема еды, то есть, такое. Это нужно пробовать, это нужно смотреть на себе. Поэтому пользуйтесь, пробуйте. Это отличная возможность изменить свою жизнь. Все. Я думаю, этот ролик был полезен. Лично для меня это была информация просто мозгодробительная, взрывающая. Если бы мне кто сказал это 2-3 года назад, я бы в это просто не поверил. Всем пока. Здесь мы говорим про улучшение тела, про здоровье, про долголетие. Если интересно, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. На этом все. Чао.